Итак, продолжаем вязать нашу салфетку. Мы с вами в первой части провязали 19 рядов. Вот что у нас пока получается. Нам осталось связать еще 10 рядов. Вяжем 20 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 1 воздушная петля подъема. И в эту арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Накид. Переходим к группе из 6 столбиков и вокруг каждого из них провязываем по рельефному изнаночному столбику с накидом и между ними арки из 3 воздушных. Итак, вставляем крючок сзади наперед вокруг первого столбика с накидом. Провязали рельефный столбик, 3 воздушные, 1, 2, 3. Накид. Вокруг следующего также вяжем изнаночный столбик с накидом, 3 воздушные, третий столбик рельефный изнаночный с одним накидом, 3 воздушные, четвертый вокруг следующего, арка из 3 воздушных, 5, 3 воздушные и 6 столбик рельефный изнаночный, его еще называют задний. Провязали 6 столбиков, в следующую арку столбик без накида, 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку, вот в серединку галочки, столбик без накида. Далее делаем 3 накида, 1, 2, 3. И теперь вяжем столбик с 3 накидами. И будем мы его вязать на 2 арках. Итак, внимательно смотрим. Мы пропускали вот здесь одну арку, вставляем крючок сверху вниз. Переходим ко второй половинке глаза, вот этого павлиньего. Пропущенная арка, в нее вставляем крючок снизу вверх. Вот у нас 2 цепочки, 2 арки из 3 воздушных на крючке. Подхватываем рабочую нить, вытянули и попарно закрываем. Довязываем столбик с 3 накидами. Вот мы наш глазок собрали и придаем ему форму. Сейчас еще раз вместе провяжем. Теперь столбик без накида в следующую арку, вот на галочке, которая 3 воздушные, 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку, накид. Вяжем 6 столбиков, между ними арки из 3 воздушных. Давайте провяжем эти 6 столбиков и встретимся. Провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Столбик без накида, 3. В следующую арку делаем 3 накида и в следующих 2 арках на них провязываем столбик с 3 накидами. Вставляем крючок в первую пропущенную, подхватываем вторую пропущенную арку, соединяем их вместе и довязываем столбик. Все накиды попарно закрываем на крючке. Вот, провязали столбик. И в следующую арку так, столбик без накида, 3 воздушные. В следующую арку столбик без накида и снова идут 6 столбиков рельефных изнаночных, между ними арки из 3 воздушных петель. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда.
Итак, провязали последний столбик с 3 накидами на 2 арочках и соединяем в вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 20 ряд у нас готов. Вяжем 21 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в эту арку. Выполнили начальный столбик без накида. Далее накид, и вокруг следующих 6 столбиков рельефных провязываем также по рельефному изнаночному столбику с накидом, но только арки между ними мы будем делать из 4 воздушных. Итак, вокруг первого столбика с накидом рельефного изнаночного, столбик с накидом рельефный изнаночный, провязали 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, второй столбик рельефный изнаночный вокруг следующего, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, третий столбик, 4 воздушные, четвертый, заводим крючок сзади наперед, 4 воздушные, накид, вокруг пятого рельефный изнаночный столбик с накидом, 4 воздушные и 6 столбик провязываем. Провязали. Далее в следующую арку столбик без накида, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 арка, пропускаем 3 столбика, столбик без накида с 3 накидами и следующий без накида, и в следующую арку столбик без накида, накид, снова вяжем 6 столбиков, арки из 4 воздушных между ними в последнюю арочку. Вот сюда, на этом элементе столбик без накида, арка из 5 воздушных, столбик без накида. Между лепесточками вот такие арочки у нас будут из 5 воздушных петель. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных и делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Соединили. Если вяжете салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом рельефный и в следующую арку. Вот 2 соединительных столбика. Я буду вязать следующий ряд ниткой другого цвета. Так, присоединяем ниточку. Вот у нас 5 арок из 4 воздушных. Вот к первой арке, ближе к правому уголочку. Вяжем 22 ряд. Воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 4 столбика без накида. Как раз обвязываем хвостик нити. Провязали. Переходим к следующей арке и в нее также провязываем 4 столбика без накида. И в следующие 3 арки из 4 воздушных также по 4 столбика без накида. Обвязываем арочки. Вот, 5 арок, в каждую по 4 столбика. Переходим к средней арке из 5 воздушных. И в нее провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И теперь вокруг
вот этого длинного рельефного столбика с 3 накидами, вот который мы провязывали на 2 арках, нам нужно сделать попкорн из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида, вставляем крючок под этот длинный столбик, провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же под этот столбик второй столбик с 2 накидами, 2 накида, сюда же третий столбик, 2 накида и 4 столбик. Снимаем петлю с крючка, вставляем крючок в вершину первого столбика, подхватываем петлю и вытягиваем. Все, затянули. Попкорн готов. И в эту арку из 5 воздушных петель, в эту же, провязываем еще 2 столбика без накида. В следующие 5 арок также по 4 столбика без накида. А вот на этой средней в уголочке, которая у нас, также вяжем 2 столбика без накида. Далее попкорн на столбике с 3 накидами на этом длинном. И еще 2 столбика в эту же арку. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 столбика без накида после попкорна в арку и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 22 ряд у нас готов. Вяжем 23 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот же столбик провязываем столбик без накида. И в каждый столбик без накида провязываем по столбику без накида. Попкорн мы пропускаем. Вяжем весь ряд, у нас столбики без накида, и всего получится 288 столбиков. В конце соединяем в начальный столбик без накида. Вяжем 23 ряд самостоятельно и встречаемся. Итак, сделали соединение. 23 ряд у нас готов. Если вяжете салфетку однотонной, подождите на секундочку. Я пока поменяю нитку на другой цвет. Так, следующий ряд буду вязать цветом темным розовым, терракотовый. Итак, присоединяем нитку к третьему столбику 1, 2, 3 после попкорна. Здесь мы и закончили предыдущий ряд в этом месте. И вяжем вместе 24 ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в этот же столбик. Хвостик мы сейчас сразу обвяжем. И в следующие 3 столбика по столбику без накида. Итого 4 столбика. Без накида провязали. Делаем 2 накида. И сейчас вот внизу у нас рельефный изнаночный столбик с накидом. Вокруг него нам нужно провязать попкорн из 4 столбиков с 2 накидами. Итак, заводим крючок под этот столбик и провязываем столбик с 2 накидами. Первый, 2 накида, второй, 2 накида, третий столбик с 2 накидами и 4 сюда же под этот столбик. Вынимаем крючок, вставляем в вершину первого столбика с 2 накидами и вытягиваем петлю. Попкорн готов. И теперь в следующие 4 столбика, так, хвостик мы уже обвязали, можно его убрать, провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Вокруг следующего столбика рельефного с накидом также провязываем попкорн из 4 столбиков с 2 накидами.
второй столбик, третий столбик с двумя накидами и четвертый. Смыкаем в попкорн. И основа следующие 4 столбика по столбику без накида. Так. 1, 2, 3 и 4. Провязали. Так, вяжем еще 3 попкорна. Здесь также мы вяжем в 4 столбика и переходим к следующим 6 вот этим столбикам, начиная с первого. Здесь мы в первый не провязали, этот первый попкорн мы провяжем в конце ряда. На каждом лепестке у нас будет по 6 попкорнов, и между всеми этими попкорнами у нас по 4 столбика без накида. Все, обвязываем самостоятельно, как на уголочке. Также вяжем в последний, в 6 столбик попкорн, 4 столбика, и потом в первый столбик. Вот вокруг этого столбика вяжем первый попкорн и вокруг следующих 5. Все, продолжаем самостоятельно. Итак, провязали последний попкорн. Он у нас вот на этом лепестке получается первый. И соединяем в начальный столбик без накида вершину с соединительной петлей. Соединили. 24 ряд у нас готов. Если вяжете салфетку однотонной, подождите на секундочку. Так. Следующий ряд я буду вязать ниткой, которым вязала вот эти круглые лепесточки. Итак, вот у нас лепесток, первый попкорн, и после попкорна идет первый столбик без накида. К этому столбику и присоединяю нить. Итак, вяжем вместе все 25 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в этот столбик, к которому мы присоединили нитку, столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. Пропускаем попкорн в следующий столбик, он у нас первый на группе из 4, также столбик без накида. Провязали 2 столбика подряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. Пропускаем попкорн в следующий столбик, столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик без накида. Пропускаем попкорн в следующий столбик без накида. Провязываем столбик без накида. Так, продолжаем вязать по кругу. У нас арки из 4 воздушных петель, 2 столбика без накида подряд. Итого у нас получится 72 арки из 4 воздушных. Итак, провязали последнюю арку из 4 воздушных, пропускаем 2 столбика и столбик без накида, следующий столбик. И теперь соединяем в начальный столбик без накида соединительной петлей. 25 ряд у нас готов. Вяжем 26 ряд.
делаем соединительный столбик в следующую арку, 1 воздушная петля и столбик без накида в эту же арку. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. Так, вяжем по кругу. Все арки у нас из 5 воздушных петель. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального столбика без накида при помощи соединительной петли. Соединили. 26 ряд у нас готов. Если вяжете салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующую арку. Я следующий ряд буду вязать другим цветом. Возьму нитку белого цвета. Давайте, чтобы не путаться, в следующую арку также присоединим. Не буду переходить на другой лепесток. Так. Присоединила. И вместе продолжаем вязать 27 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Первый, хвостик сразу обвяжем, и второй столбик без накида. Выполнили 2 столбика. Переходим к следующей арке, и в нее провязываем 6 столбиков с накидом, и между ними арки из 1 воздушной петли. Итак, сделали накид, в следующую арку вяжем первый столбик с накидом, 1 воздушная петля, второй столбик с накидом, воздушная петля, третий столбик в эту же арку, воздушная, четвертый столбик с накидом, воздушная петля, пятый столбик с накидом, воздушная и шестой столбик с накидом в эту же арку. Вот провязали вот такой веер. В следующую арку провязываем 2 столбика без накида, первый и второй. Переходим в следующую арку, провязываем также 6 столбиков, между ними арки из 1 воздушной петли. Третий столбик с накидом, воздушная петля, четвертый, воздушная, пятый столбик с накидом, воздушная петля и шестой. Теперь в следующую арку также 2 столбика без накида. Так, вяжем по кругу по рисунку. Вот такие веерочки из 6 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 6 столбиков с накидом в арку и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика без накида. Я ниточку отрезаю, следующий ряд буду вязать другим цветом. Если вы вяжете салфетку однотонной, делаем 2 соединительных столбика. Первый соединительный в следующий столбик без накида, а второй столбик вяжем в первый столбик с накидом на группе из 6 столбиков, но его нужно сделать изнаночным, то есть завести крючок сзади наперед и еще 1 соединительный столбик. Итого 2. Нужно перейти к первому столбику. Так, я беру ниточку светло-розового цвета и присоединяем к любому веерочку. Ну давайте, чтобы не отличаться, вот к первому столбику заводим крючок сзади наперед, вытягиваем ниточку, делаем изнаночный соединительный столбик. Так, закрепили нитку и вяжем вместе 28 ряд. Набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3.
начальный столбик с накидом и еще 2 воздушные петли, арка. Итого 5 столбиков. Накид. Вокруг второго столбика на веере также вяжем изнаночный рельефный столбик с накидом. Завели крючок сзади наперед, провязали столбик с накидом. 2 воздушные, третий столбик вокруг следующего столбика, рельефный изнаночный с накидом, 2 воздушные, арки у нас из 2 воздушных петель, 4 столбик изнаночный, 2 воздушные и 5, 2 воздушные, последний 6 столбик. Так, провязали 6 столбиков. Накид. Пропускаем 2 столбика без накида между веерочками и также вокруг каждого из 6 столбиков с накидом провязываем по рельефному изнаночному столбику с накидом. Между ними арки из 2 воздушных петель. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Итак, подошли к концу ряда, провязали последний рельефный изнаночный столбик с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. 28 ряд у нас готов. Я ниточку отрежу. Следующий ряд буду вязать другим цветом. Если вяжете салфетку однотонной, делаем соединительный столбик в следующую арку. Вот такой моточек у меня остался. Будем вязать из него цветочки. Итак, присоединяем. Вот у нас круглый лепесток к первой арке. Прикрепляем ниточку. Хвостик сейчас мы сразу также обвяжем. И вяжем последний 29 ряд. Воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. Обвязали арку. Теперь делаем пико из 2 воздушных петель. Итак, 2 воздушные и в вершину последнего столбика без накида делаем соединительную петлю. В следующую арку 2 столбика без накида. 1, 2. Накид. В следующую арку провязываем столбик с накидом. Так, хвостик мы обвязали. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В вершину столбика делаем соединительную петлю и еще 1 воздушная петля. И в эту же арку провязываем столбик с накидом. В следующую арку 2 столбика без накида. Теперь маленькое пико, 2 воздушные петли и соединяем вершину последнего столбика без накида соединительной петлей. В следующую арку 2 столбика без накида. Обвязали первый лепесток. И теперь нам нужно выполнить кластер из 4 столбиков с накидом. Кластер мы будем провязывать на вот этих 2 пропущенных столбиках без накида. Итак, сделали накид, вставляем крючок в первый столбик, вытянули нитку, закрыли накид, 2 петли на крючке, накид, сюда же в этот столбик, в первый из 2, вставляем крючок, вытянули нитку и закрыли накид, 3 петли на крючке, накид, теперь вставляем крючок в следующий, во второй столбик пропущенный,
вытянули нить и закрыли накид. 4 петли на крючке, накид, и последний раз в этот же столбик во второй провязываем столбик с накидом не до конца, 5 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и закрываем все петли. Вот такой кластер из 4 столбиков с накидом. Далее в следующую арку уже переходим к другому лепестку, также провязываем 2 столбика без накида. Мы еще этот кластер сейчас вместе повторим. Маленькое пико из 2 воздушных, 1, 2, соединяем вершину столбика без накида, пико готово. В следующую арку 2 столбика без накида, 1, 2. И на средней арке делаем также столбик с накидом, 4 воздушные петли, соединяем вершину последнего столбика с накидом и еще одна воздушная петля для симметрии, накид, и в эту же арку провязываем столбик с накидом. Вот такую комбинацию мы будем провязывать на вершине каждого лепесточка. В следующую арку 2 столбика без накида, маленькое пико из 2 воздушных, соединили в пико, и в последнюю арочку, в пятую, 2 столбика без накида. Обвязали второй лепесточек, и теперь снова выполняем такой же кластер из 4 столбиков. Итак, сделали накид, вставляем крючок в первый столбик 27 ряда, закрыли накид, накид, сюда же в этот столбик вставляем крючок, второй столбик с накидом не до конца, накид. Теперь в следующий столбик провязываем 3 столбик, накид, и 4 столбик также во второй столбик, 5 петель, закрываем и снова обвязываем лепесток, 2 столбика без накида в первую арку, маленькое пико. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда. Провязали последний кластер из 4 столбиков и соединяем вершину начального столбика без накида. Все, ниточку мы отрезаем, прячем все хвостики, какие можно было спрятать по ходу вязания. Мы их обвязывали, а остальные также надо внимательно посмотреть и их аккуратненько спрятать. Но обрезать хвостики мы будем после блокировки. Теперь, что касается блокировки салфетки. Сейчас нам нужно обязательно ее поставить на блокировку. Будете вы это делать с крахмалом или с клеем, это уже как вы привыкли. Я просто обрабатываю водой обыкновенной, ничего не добавляю. И такой момент вот характерный для этой салфетки. Как мы видим, вот эти, как я их называю, павлиньи глазки, можно сделать объемными. Я знаю, что многие рукодельницы делают их вот так, поднимают, чтобы они были выпуклые. Но я хочу, чтобы моя салфетка была в этом месте вот плоская. Но я всегда вот эти салфетки все делаю глазки плоскими. И буду натягивать при блокировке на максимум, так, чтобы глазки были не объемными, а ровно лежали на поверхности. Но это уже дело вкуса, кому как больше нравится. Но чтобы эффект вот объемных глазков сохранялся, наверное, все-таки стоит добавить крахмал, чтобы они держали лучше форму. Итак, давайте придадим красивую форму нашим салфеткам. Фиксируем каждое пико на лепесточках и встретимся.
Ну вот такая красивая салфетка у нас с вами получилась. Посмотрите, какая она нарядная, оригинальная. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую очаровательную салфетку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!